Мы продолжаем серию видео о мужчине Скорпиона и женщинами других знаков. Сегодня у нас мужчина Скорпион, женщина Рак. Здравствуйте, мои дорогие, приветствую всех на канале. Поехали! Я смотрю заметки, чтобы не давать вам ни грамма воды. Вот, и быстренько пройдемся по всем знакам. Мужчина Скорпион, женщина Рак. Скорпион и Рак. Что тут сразу скажу? Что в раках женщина часто вложена вся суть домашнего очага, любви, детей, а в Скорпионе этого довольно-таки мало. Любвеобильной и обидчивой женщины Раку больше подойдет мужчина стихии Земля, и то не все. Ну да ладно, мы, так сказать, рассматриваем пару именно Скорпион, женщина, Рак. В начале отношений будет правильное распределение ролей. Рак – хозяйка, и она добровольно перенимает большую часть работ домашних. Глава семьи – Скорпион, и у него появляется окно для своей реализации. Раки трудолюбивые и хорошо управляются с материальной базой. Скорпион в этом плане хуже раков. Раки любят выглядеть правильными в глазах окружающих. Все думают, что женщина-рак уравновешенная, культурная, мягкая особа, но я вам скажу, это обманчивое представление. Женщины-раки часто могут быть вспыльчивые, влюбчивые, злопамятные, манипуляторы, и они любят драмы. Да, у них семейные патриархальные ценности в приоритете, но частые приступы вот этой обиды и домашний драматический театр очень утомителен для Скорпиона. И Скорпион может потом подкалывать и ранить партнершу за ее такие проявления долго и мучительно, так как она предпочитает быть в роли бедной оскорбленной овечки, все, так сказать, берущей на себя и переваривающей в себе. Раку нельзя доводить ситуацию до момента взрыва Скорпиона, потому что успокоить его раку не удастся. Оба чувствительны к насмешкам или замечаниям. Скорпион будет сканировать рака постоянно. Не дай бог рак решится на измену. Ну или Скорпион. Но раки вот могут измены прощать. Я это часто вижу. Вот они будут страдать, но прощать. Им необходимо будет заниматься отдельно своим делом или хобби, то есть несколько часов не быть вместе. Им нужен отдых, и полезно иногда впускать друзей в свой дом для общения, поменять настроение и обстановку дома. Они оба очень эмпатичны, как и все знаки водные, и у них страшно развита интуиция. Причем у раков часто бывают вещи сны. Вот люди могут видеть одно и то же во сне, но у раков это сбудется, а у других этот сон не имеет никакого значения. Скорпиону нравится нежность и кроткость раков. Раки еще умеют играть эту роль. Они очень ранимые и обидчивые, ревнивы оба. Рак очень со скрипом идет на примирение, если что, или извинение. Это для рака прямо проблема. Даже если женщина-рак виновата, что чаще случается, то, извиняясь, если это вообще происходит, ей кажется, что она унижается. Именно по этой причине она часто не обращается, например, к кому-то за помощью словесно, то есть конкретно сказать, что тебе надо. Она не говорит, а показывает своим поведением, что она как бы нуждалась тогда в помощи, а ты, дурак такой, не понял. Раков, в общем, трудно выдержать многим людям. Скорпионы могут это сделать, но даже ему это часто в тягость, так как рак иногда впадает в нытье, в моральный вампиризм и вязкие манипуляции для достижения своих низменных, не побоюсь этого слова, целей. Это заложено природой и Луной в раках, понимаете? Оба глубоко чувствующие и загадочные, но вот такие разные. Оба могут быть склонны к плохим привычкам, абсолютно любым. Им нельзя впадать вообще ни от чего в какую-то зависимость. Скорпион может жестко поставить себе цель, сконцентрироваться и добиться вот своей цели. А рак стремится к безопасности,
и думать всегда о своем состоянии в первую очередь. Поэтому они совершенно разные и могут либо дополнять и уравновешивать друг друга, либо полностью раздражать. Рак должен понимать, что у скорпиона есть взгляды на жизнь, которые невозможно изменить или как-то вообще переубедить какими-то манипуляциями со стороны рака. Если они доверяют друг другу, они оба имеют защиту как панцирь, и только наедине с друг другом могут позволить себе быть самим собой, не показывая никакие подробности, там, допустим, на публике среди других людей. Со стороны, если вы посмотрите на эту пару, пара кажется спокойной. Но внутри, если есть чувства, там кипят страсти всю жизнь. Раку иногда кажется скорпион отстраненным, а ей нужны постоянные доказательства, что она любима. Если ей кажется, что она недополучает внимания, она может, знаете, закрыться в своей вот этой вот ракушке и страдать там. Страдать так, что скорпиону даже будет это не видно. Скорпион не должен видеть, что рак от него зависима. Ему интересно разгадывать женщину. Ей нужно понимать, что не стоит устраивать бурные сцены ревности и выяснения отношений только из-за каких-то ее подозрений. То есть нет факта, а это она надумала себе. А скорпиону не стоит обострять обстановку несдержанными фразами в адрес рака, что он тоже очень хорошо умеет. В критической ситуации оба знака в состоянии мобилизоваться и сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию и выйти на более доверительный уровень отношений. Короче, чтобы жить вместе, им надо попеременно идти на уступки, как-то уступать в момент обострения. Я, конечно, не люблю такие вещи в семье, но у каждого человека есть проблемные стороны для другого. Но они, вот в данной паре, могут при цивилизованном подходе, умном таком, построить крепкие и долгие отношения. Всех вас обнимаю, целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.